Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 15 мая. Поговорим об иконах Божьей Матери, которые чествуются в этот день, а также чего можно и чего категорически нельзя делать. Друзья, далее все более подробно. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите слово «судьба», и тогда Вселенная поможет вам избежать любых жизненных проблем. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, 15 мая Православная Церковь вспоминает святых мучеников Бориса и Глеба. Это были первые русские святые, канонизированные за свою мученическую смерть. Их трагическая судьба связана с кровавыми междоусобицами, разразившимися после смерти их отца Владимира Святославовича, крестителя Руси. Эта история не только о политических амбициях и братоубийственных конфликтах, но и о духовной силе и почитании, которая продолжается веками. Владимир Святославович, также известен как Владимир Великий, скончался в 1015 году. Его смерть стала катализатором для новых междоусобных расприй между его сыновьями. По разделу владения Святополку достался Киев, Ярославу Новгород, Борису Ростов, Глебу Муром. Старший сын Святополк, стремясь к единоличному управлению, решил избавиться от братьев. Святополк нанял убийц, которые 24 июля 1015 года закололи Бориса на реке Альте. В тот момент князь возвращался из похода на печенегов. Глеба Святополк хитростью вызвал в Киев, якобы чтобы проститься с отцом. На самом деле Владимир уже умер и был похоронен. 5 сентября по дороге к Киеву Глеб был убит недалеко от Смоленска на реке Смядыне. Ярослав, узнав об убийствах братьев, поднял войско и выступил против Святополка, разгромив его и заняв Киевское княжество. Эта победа не только укрепила власть Ярослава, но и ознаменовала начало нового периода в истории Руси. В 1040-х годах Ярослав добился канонизации своих братьев. Борис и Глеб стали первыми святыми, канонизированными на Руси. Их похоронили в Вышгороде, недалеко от Киева, у церкви святого Василия. Вскоре после их захоронения начались рассказы о чудесах, происходивших на местах их гибели и погребения. Сыновья Ярослава Мудрого построили новую церковь в Вышгороде, куда 2 мая 1072 года торжественно перенесли гробницу с телами братьев. В XII веке по инициативе Владимира Мономаха был возведен новый большой каменный храм в честь Бориса и Глеба, куда в 1115 году были навечно перенесены мощи святых. Борис и Глеб, объединенные одним мученическим подвигом, в глазах православного народа слились в единый образ мученика-страстотерпца и стали именоваться Борис и Глеб. Их культ был чрезвычайно популярен на Руси. В их честь строились монастыри и храмы, их именами называли города. Святые Борис и Глеб стали символом верности, стойкости и духовной чистоты. Их подвиг вдохновлял и продолжает вдохновлять поколения верующих. История Бориса и Глеба – это не только трагическая страница в летописи Руси, но и пример величайшего мужества и духовной силы. Их канонизация и последующее почитание говорит о глубоком уважении к их памяти и важности их подвига для православного мира. Вспоминая Бориса и Глеба, мы не только чтим их мученичество, но и укрепляем нашу веру в силу добра и справедливости. Обращаем ваше внимание, что 15 мая в этом году выпадает на среду, поэтому в православной церкви проходит однодневный пост, который обычно соблюдаются верующие по средам и пятницам.
Кроме того, 15 мая в православном календаре отмечаются праздники в честь двух значимых икон Божьей Матери – Путивльской и Вутиванской. Эти иконы почитаются верующими за их чудотворные свойства и глубокое духовное значение. Оба праздника имеют богатую историю и традиции, которые передаются из поколения в поколение, укрепляя веру и духовное наследие. Путивльская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых святынь в православном мире. Ее история начинается в древнем городе Путивле, который сегодня находится на территории Украины. Точное время появления иконы неизвестно, но считается, что она явилась в Путивле в период великих бедствий, когда город подвергался нападениям и разорению. Согласно преданию, икона была обретена в момент великой нужды, когда жители города обратились к Божьей Матери с молитвами о помощи и заступничестве. Икона проявила свои чудотворные свойства, и город был спасен от врагов. С тех пор Путивльская икона стала символом защиты и надежды для верующих. Путивльская икона Божьей Матери славится и многочисленными чудесами. Верующие обращаются к ней с молитвами о помощи в тяжелых жизненных ситуациях, исцелении от болезней, защите от врагов и бед. Многочисленные свидетельства о чудесах, связанные с иконой, укрепляют веру и доверие к ее силе. Среди известных чудес – исцеление больных, избавление от эпидемий, защита от нападений и стихийных бедствий. Люди, получившие помощь через молитвы к Путивльской иконе, часто приносят благодарные дары в храм, где хранится икона, знак своей признательности и веры. А вот Вутиванская икона Божьей Матери также имеет глубокую историю и значительное духовное значение. Происхождение этой иконы связано с древним монастырем в Вутиване, который стал центром паломничества и духовного возрождения. Считается, что икона была обретена в монастыре в период тяжелых испытаний, когда верующие искали утешения и помощи у Божьей Матери. Вутиванская икона быстро прославилась своими чудотворными свойствами, привлекая множество паломников, которые приходили помолиться и попросить о заступничестве. И празднование 15 мая в честь Путивльской и Вутиванской икон Божьей Матери проходит с особым благовением и радостью. В этот день в храмах и монастырях совершаются торжественные богослужения, во время которых верующие молятся перед чудотворными иконами, прося о помощи и заступничестве. А вот в народном календаре этот день назвали как Борис и Глеб сеятели. И этот день был посвящен не только памяти святым мученикам Борису и Глебу, но и важным сельскохозяйственным работам, связанных с началом посева огурцов и тыквы. Кроме того, этот день называли еще и как Борисов день, Барыш день, Свистопляски, Сеятель, Соловиный праздник. Согласно народным поверьям, чтобы огурцы и тыквы уродились вкусными, крепкими и большими, в грядке зарывали пестики от ступок. Этот обряд символизировал силу и плодородие земли. Пестики, использовавшиеся в быту, считались носителями положительной энергии, и зарытые в землю должны были передать эту энергию растениям. Огурцы и тыквы – не единственное занятие крестьян 15 мая. Мужчины продолжали заниматься посевом пшеницы, подчеркивая важность этого дня для сельского хозяйства в целом. Недаром говорили «Борис и Глеб сеют хлеб», что указывало на начало активного посевного сезона и для зерновых культур. Кроме того, этот день отмечался не только работой, но и веселыми гуляниями. Название «Свистопляски», «Свистуньи» подчеркивает веселую атмосферу праздника. В этот день было принято устраивать хороводы, петь песни и свистеть, что считалось оберегом от злых духов. Свист – символ свободы и легкости. Он помогал создавать радостное настроение и благоприятную атмосферу. Еще название этой даты – Барыш день, то есть день торгов и ярмарок. Торговцы 15 мая старались что-то выгодно продать, чтобы весь год быть с барышем.
Также этот день называли как соловьиный праздник, который указывал на особое внимание к соловьям, которые к этому времени уже начинали свои звонкие трели. Пение соловьев воспринималось как благословение природы, и их мелодичные песни вдохновляли крестьян на труд и вселяли уверенность в плодородии и в богатом урожае. Если трели соловьев были громкими, это означало, что летняя жара придет раньше времени. Наши предки внимательно прислушивались к пению птиц, ведь оно могло многое рассказать о предстоящей погоде. Если в ночь с 14 на 15 мая соловьи пели особенно активно, это означало, что следующий день будет ясным и солнечным. Также в этот день особое значение имел посев огурцов и тыквы. В этот день крестьяне начинали активно работать на своих огородах, веря в то, что 15 мая самое подходящее время для посева этих овощей. Помимо огурцов и тыкв, мужчины продолжали заниматься посевом пшеницы. И вы знаете, важной народной приметой 15 мая являлся способ уборки после ухода гостей. Считалось, что убирать нужно от двери к центру комнаты. Если же сделать наоборот, от центра к двери, то вместе с мусором и грязью может уйти и достаток семьи. Такая уборка символизировала сохранение и накопление благополучия внутри дома, тем самым предотвращая его утечку. Также 15 мая рекомендовалось задабривать домового, чтобы он продолжал защищать дом и приносить удачу. Для этого нужно было поставить в угол мисочку с кашей и с молоком. Это простое действие показывало уважение к домовому и символически то, что человек, его хозяева, кормит, а он тем самым обеспечивает мир и гармонию в доме. Также в этот день наши предки уделяли внимание денежным обрядам, которые были направлены на привлечение богатства и финансовой стабильности. Один из таких ритуалов заключался в пересчете всех имеющихся наличных денег до восхода солнца. Пересчитанные купюры следовало разложить по нескольким тайным местам в доме. Считалось, что такой обряд сулит большую прибыль и достаток на весь год. Еще одной важной народной приметой этого дня являлось наведение порядка в кошельке. В этот день нужно было избавиться от всех ненужных вещей, старых чеков, записок, квитанций и другой мелочевки. Очистив денежный дом от хлама, вы тем самым сможете создать пространство для новых денег, которые начнут тянуться к вашему кошельку, да еще и приумножаться. Теперь давайте поговорим о том, что нельзя было делать 15 мая в день святых Бориса и Глеба. Во-первых, одним из ключевых запретов этого дня было недопустимо накручивание цен на товары. Торговцы стремились продать свои товары как можно выгоднее, но чрезмерное завышение цен могло навлечь беду. Согласно народной примете, святые могли наказать за жадность, а у нарушившего запрет либо сгорит товар, либо его украдут, либо он испортится. Эта народная примета учила людей честности и справедливости в торговле. После окончания ярмарки не рекомендовалось сразу ехать домой. Следовало устроить пышное застолье и пригласить за стол бедных и нуждающихся. В народе верили, что если сегодня поделиться малым, то взамен можно получить многое. Этот обряд символизировал благодарность и щедрость, привлекая благополучие и удачу. В день Бориса и Глеба сеятелей нельзя было тратить все деньги. К вечеру в кошельке должны остаться хотя бы несколько, пусть и мелких купюр, иначе в будущем может возникнуть необходимость финансовой поддержки. Этот запрет был направлен на поддержание финансовой стабильности и предотвращение бедности. Также категорически запрещалось пересчитывать деньги после заката солнца. Это грозило не только финансовыми проблемами, но и полной нищетой. Народная примета подчеркивала важность управления финансами в светлое время суток, когда солнце, символизирующее благополучие, еще на небе.
Также сегодня не следует класть в кошелек вместе с деньгами чеки и другие ненужные бумаги. Считалось, что это может сегодня привлечь лишние расходы и мешать деньгам приумножаться. Порядок в кошельке способствовал финансовому благополучию и притягивал новые доходы. Не рекомендовалось оставлять у себя и выигранные деньги. Их нужно было раздать друзьям или же часть из выигрыша потратить на дружеские посиделки. Считалось, что это будет способствовать увеличению финансов в будущем. Этот обряд подчеркивал важность щедрости и обмена энергией богатства. После ухода гостей нельзя было подметать в этот день от центра дома к дверям. По народной примете деньги могут уйти вместе с ушедшими и гостями. Уборка дверей к центру дома символизировала сохранение и накопление благополучия внутри дома. Вот такой, друзья, у нас с вами день 15 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «судьба», и пусть Вселенная поможет вам избежать любых жизненных проблем. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.